Папе. Мы ехали в деревню, я тебя слушала. Мы ехали обратно, я тебя слушала. Слушала и по большей части молчала. Мне тяжело эмоционально даются разговоры о том, что творится уже больше месяца. У меня нет сил даже сказать тебе «хватит», хотя я понимаю, что ты перестанешь, если я попрошу. Нет сил на сопротивление. Но молчание и сдерживание мне никак не помогает. Поэтому я подготовила себе план, чтобы без эмоций с холодным умом поделиться с тобой. Я хочу, чтобы ты послушал меня, ничего не комментируя и не перебивая. Я очень боюсь, что ты высмеешь какую-то часть того, что я хочу тебе сказать. Пожалуйста, не делай этого. Меня это может сильно ранить. У меня нет задачи тебя в чем-то убедить. Так же, как у тебя не было задачи убедить в чем-то меня. К сожалению, сейчас у меня нет сил поддерживать диалог на эту тему. Сил хватает только на монолог. Мне важно сейчас сохранить отношения со своими друзьями и семьей, поэтому я тщательно выбираю форму, в которой общаться. Скажи, готов ли ты меня выслушать? 1. Ты говорил по телефону другу. Почему на плакате женщины с Первого канала написано «No War» на английском? У нас что, население поголовно английским владеет? Да потому что это для Запада делается, чтобы им показать, что тут у нас. Меня пугает, с какой уверенностью ты об этом говоришь, потому что это невозможно знать наверняка. Это только догадки и интерпретации. Меня пугает, что разделяют на «мы» и «они», имея в виду Россию и Запад. Это напоминает мне один из 14 признаков фашизма. Пришлю их тебе, почитаешь, если будет интересно. До ужаса это напоминает Россию сейчас, к сожалению. Большая часть мира сейчас вовлечена в то, что происходит в Украине, а английский – международный язык. Так что если это сообщение всему миру, то английский вполне логичен. Есть переводчики, но и без переводчика большинству, думаю, понятно, что там написано. И тем, кто говорит по-английски, и тем, кто не говорит. Я не разделяю мир на Россию и на абстрактный Запад. У меня есть друзья в разных странах. И да, мне важно, чтобы они знали, что я не поддерживаю войну. И им я пишу на английском. Я сделала рассылку по своим знакомым в разных странах, потому что не знаю, что показывают у них в новостях. И хотела, чтобы они из первых уст узнали о том, что далеко не все россияне поддерживают эту, черт бы ее побрал, освободительную операцию. 2. Ты говорил по телефону другу. У нас тоже был митинг в Перми. Хах, 20 человек. И смеялся. Я расскажу тебе, с чем я столкнулась. В Москве мои друзья ежедневно в автозаках и в тюрьмах с первого дня войны. Они высказывают свое мнение вслух. Я думаю, им дела нет до абстрактного Запада и что он о них думает. Они такие же патриоты. Думаю, им больно от того, что происходит со страной, в которой они выросли и живут. За призыв к миру и прекращение войны сажают в тюрьму. И в большинстве своем люди выходят без плакатов, потому что плакаты сразу же привлекают внимание силовиков. А без плаката ты можешь затеряться в толпе и избежать задержания. С каждым днем выходило меньше народу, потому что задерживали уже просто за то, что ты идешь не в то время и не в том месте. Моим друзьям угрожали изнасилованием шваброй в задний проход. Все это, чтобы народ боялся и молчал. 3. Ты говорил по телефону другу. Уехали за границу и поливают Россию грязью оттуда. Я их могу понять. Тем более ситуация шоковая, и каждый реагирует как умеет. Кто-то выходит, протестует. Кто-то замирает и ничего не делает. Кто-то продолжает жить, как ни в чем не бывало, делает вид, что ничего не происходит. Кто-то уезжает, потому что это становится непереносимо. Невозможно отреагировать адекватно, потому что сама по себе ситуация неадекватная. И если им проще поливать грязью Россию за то, что сейчас происходит, пусть поливают, если им так легче, если им это помогает справиться со стрессом. Упрекать их за это, говоря, что государство их вырастило, выкормило, дало им образование и т.д., считаю неприемлемым. Потому что это все неважно становится, когда руководство страны принимает такие решения. И надо сказать, что растили, кормили и давали образование тоже конкретные люди, мама и папа. Но я вот думаю, может, это не совсем грамотная аналогия, но все же. Ты меня кормил, одевал, вырастил, дал возможность хорошего образования.
Но если бы ты убил мою лучшую подругу, это никак не оправдало бы тебя перед моим гневом. Ужасный пример, но, по-моему, очень подходящий. 4. Ты говорил по телефону другу. Таня тоже волнуется, к ней участковый приходил, узнавал, кто тут живет. Но участковый приходил не узнать, кто живет, а сказал, что я подозреваюсь в административном правонарушении. Я не открыла. Если что-то им от меня нужно, пусть присылают повестку. 5. Ты говорил по телефону другу. Таня, конечно, за наших, только она все равно переживает, что убивают людей. За наших это за кого? Наши это кто? Если это военные, которые вторглись на территорию другой страны, нет, я точно не за них. Если это те, кто задерживает моих друзей, угрожает им изнасилованием, а мне административным правонарушением, тоже нет. Мне бы очень хотелось, чтобы человечество просто уже жило в концепции «все мы», а не «ваши» и «наши». Я с детства ездила за границу и общалась с представителями разных стран. Ни в ком из них я не видела и не вижу врагов. Вижу людей. Как только я в разговоре слышу, что говорят о государствах, а не о людях, я настораживаюсь, потому что когда это обезличенная страна, легче убивать. Но страна не может совершать деятельность. Деятельность совершают конкретные люди. Конкретные люди принимают решения. На конкретных людей эти решения влияют. Можно сколько угодно рассуждать о геополитике. Если честно, меня мало волнует, что было 100 лет назад, 20 лет назад. Мы живем сейчас, в 22 году 21 века. Человеческая жизнь имеет значение. Люди важнее концепций, идей и сраной геополитики. 6. Ты цитировал. Нет никакого международного права, кроме права сильного. Это очень печально, если честно. Очень бы хотелось, чтобы было право мудрого, и вопросы решались не войнами, а переговорами. 7. Отбросив эмоции, можно посмотреть на цифры. Я не подготовила как журналист грамотную сводку со ссылками на источники. Но эту работу ты можешь проделать самостоятельно. Ты сам сказал, чтобы найти действительно ценную информацию, нужно приложить усилия. В отчете ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что с января 2017 по сентябрь 2020 на территории ДНР и ЛНР погиб 161 человек. Из них в 2019 19 человек, в 2020 12 человек. Половина из них погибли от мин и неразорвавшихся боеприпасов. К слову, в 2019 в одном только Донецке в ДТП погибли больше 90 человек. С начала спецоперации тысячи убитых. Больше сотни убитых детей. Количество беженцев из Украины исчисляется миллионами. Сейчас 3,3 миллиона уехали из страны. Из России уехало только айтишников 70 тысяч. Кому это было нужно и зачем, я не знаю. Но я это точно не поддерживаю. И это не делает меня предателем Родины. Но мое мнение в этой стране не имеет права на публичное существование.